Очередной большой Лига Чемпионский вечер. Хвича Кварацхелия против Баварии, Георгий Мамардашвили против мадридского Реала, Георгий Кочарашвили против Ювентуса. Будет классно, будет интересно. Ну а что ждать от этих игр, сейчас разберем. Поехали! Друзья, всем привет! Это по-прежнему Сандро, Shotted Media. Я по-прежнему в Тбилиси. И мы ждем матчей Лиги Чемпионов, но прежде чем вы посмотрите это видео, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал. Большое спасибо за активность. 21 тысяча подписчиков, совсем близко эта цифра. Ну и совсем близко классные матчи с участием грузинских футболистов. Сегодня уже во вторник, поздно, да, в ночи, там в полночь начинается, но классные игры. Давайте посмотрим все расписание игрового дня. Открывает игровой день, как всегда, игры таких андердогов против фаворитов. Не самые зрелищные игры, но мы ждем полуночи. В полночь не только карета превращается в тыкву, но и начинаются классные матчи. Давайте посмотрим. И начнем, конечно же, с игры ПСЖ Бавария, Хвича Кварацхелия против мюнхенской команды. Конечно, нам в первую очередь вспоминается та игра, которая была летом. Давайте о ней я прежде всего пару слов скажу. Игра проходила на клубном чемпионате мира, Хвича был в старте, и не просто был в старте, но, на мой взгляд, он был одним из ведущих игроков того состава, потому что Дембеле был еще травмирован. Многие из вас вспомнят, конечно, страшную травму Мусиалы, от которой он до сих пор еще не оправился, к сожалению, но, надеюсь, все с ним будет в порядке, пожелаем ему здоровья. Давайте вспомним, что в этот вечер, хотя, наверное, для Америки это был день, я напомню, что это было на клубном чемпионате мира, который проходил в США, что происходило на поле и как проявил себя Квара. На мой взгляд, он вообще был одним из лучших. Но вот, знаете, обстоятельства иногда так складываются, что не все получается. И вот давайте просто пару эпизодов вспомним. 3-я минута, здесь Дезире Дуэ мог покатить на Квару, но, смотрите, кажется, жадность, да, вы много пишете в комментариях, что жадничают, не отдают передачи, но здесь, вот я специально приблизил этот кадр, что Упамекано уже побежал в сторону Квары, поэтому Дуэ пробил, не забил. Ну, это не жадность, это скорее логичное решение в конкретной ситуации. Но в этой игре, знаете, никто не жадничал, потому что у Квары были свои моменты, их было достаточно. Давайте парочку вспомним. 19-я минута, передача Хакими на дальнюю штангу, очень острый угол, Квара решился тут ударить, но поворотом не попал. И, наверное, самый яркий момент, когда в борьбе от Упамекано пробежал с Нойером фактически 1 на 1, сначала ударил, потом Нойер в личной борьбе все-таки грузинского футболиста переиграл и мяч там забрал. Во втором тайме был еще один эпизод, вот опять, знаете, про роль личности в истории. Хвича отдавал прекрасную передачу на Баркаля. Ну, знаете, мне это напомнило момент в финале, когда сам Хвича забивал. Ну, посмотрите, ну забивай не хочу. Ну, защитники Баварии все где-то в буфете далеко. Баркаля там начал заваливать корпус еще за, вот так вот, знаете, за 5 секунд до удара. Нойер, конечно, это увидел и понял, куда будет удар наноситься. Ну, и надо отдать ему должность, тоже сократил угол обстрела, и в итоге Баркаля не смог забить. А это могла быть голевая передача Хвичи. В итоге Хвича за эту игру получил не самую лучшую оценку, ну и он был заменен уже после удаления в составе Пари Сен-Жермен, но вы помните, что там было дальше. Сначала забил Дуэ, потом 2 удаления у Парижа, и в итоге потрясающий гол Хакими. Я, знаете, вот я пересмотрел и опять восхитился. 8 человек Баварии, тут Дембеле и Хакими, еще кто-то там на подступах, и вот вдвоем раскидали всю оборону Баварии. Я уверен, что Компани и вообще вся команда немецкая, они помнят это унижение, и они сегодня захотят отомстить, в том числе Упамекано и Харри Кейн, чья, кстати, ошибка и привела к первому голу Пари Сен-Жермен. У него именно мяч отобрали. Но, кстати, тот самый эпизод в начале матча, про который я говорил на 3-й минуте, там Хвича отбирал мяч у Упамекано, так что старые счеты в этой игре будут. Ну, может быть, еще пару слов про статистику в этом матче. Голевые моменты 5-1. И напомню, что плюс 2 игрока было у Баварии, но не смогли они это реализовать. У Квары оценка всего 6,6. Он действительно играл больше слева, как и сейчас. Энрике ему дает
именно больше пространства там. Надеюсь, что и с сегодняшним матчем он тоже будет играть слева, но все-таки ему там привычней. 3 удара по воротам у Хвича, 2 удара в створ. Но вот что любопытно, мы анализировали игру с Ниццей совсем недавно. Сколько там касаний, 115, сколько опасных эпизодов. А тут 42 касания, всего 15 передач и всего 9 из них точных. Ну вот представляете. И такие показатели бывают у Квара. И при этом, ну это же цифры. Ну вы видели моменты, вы видели эту игру. Квара сыграл неплохо, но не забил, не отдал результативных передач. Но, извините, передачи-то были, но партнера по команде подвели. Это стоит признать. И Дуэ мог забить, и Баркаля. Это то, что было летом. Давайте пару слов о грядущем матче. Ну, вчера были пресс-конференции. Наверное, стоит начать с того, что это две команды, которые сейчас занимают 2 первых места в таблице Лиги Чемпионов. Сейчас таблица сложная, но понятная. Прошли уже 3 тура, по 3 победы. Любопытно, что даже разница мячей одинаковая, но Париж на 1 мяч больше забил и на 1 мяч больше пропустил. И вот знаете, у Энрике, когда на пресс-конференции спросили, а вообще как сдержать атаку Баварии, вот они столько забивают, у них 15 побед подряд, кстати, действительно уникальный факт, и больше 3 мячей Бавария в среднем забивает, вот во всех турнирах, если брать, в среднем за матч. И Энрике сказал, ну, вообще-то мы тоже забиваем дофига, и мы больше Баварии даже забили в Лиге Чемпионов, и пусть они думают, как сдержать нашу атаку и как забить больше, чем мы. Мне кажется, справедливое замечание, но все же у Пари Сен-Жермена уже нет Луиджи Доннаруммы, у Пари Сен-Жермен не будет Забарного, не будет Дуэ, который как раз-таки забил на клубном чемпионате мира. Ну, в общем, потери есть, и не все так однозначно, как говорится. Дембеле, про него тоже, конечно, спрашивали, он забил тот самый 2-й мяч после классного прохода Хакими. Не знаю, как будет в этот раз, но отметим, что 90 минут Дембеле играл в последний раз вообще летом, ну не на клубном чемпионате мира, как раз таки с Баварией он выходил лишь на замену, но достаточно давно на старте сезона. На пресс-конференции Луис Энрике сказал, что все в порядке, Усман может сыграть 90 минут и не нужно думать, что он не готов. Но когда у Энрике спросили, кто сейчас лучшая команда и будет ли это матч за звание лучшей команды, Энрике сказал, что ну, не надо забегать вперед, сезон покажет, и это всего лишь очередной матч в Лиге Чемпионов, важный матч, который мы хотим выиграть и так далее, но не за титул. Фабиан Руис тоже вернулся в расположение команды. Очень много он из-за травмы пропустил, там практически месяц, может даже и больше. 26 минут сыграл против Ниццы, участвовал в атаках, которые расшатали постепенно оборону Ниццы. Не знаю тоже, стоит ли его ожидать сегодня в старте. Ну, давайте просто смотреть. Витинья был еще на пресс-конференции. Он сказал, что да, Бавария в лучшей форме, но мы действующие чемпионы Европы и посмотрим, кто сможет победить. Были кадры с базы Пари Сен-Жермен, с тренировки. Ну, знаете, ничего такого прям там выдающегося я не увидел. И увидел только, что в Париже тоже похолодало. Вот такие расклады касательно Пари Сен-Жермен. Повторюсь, если вы еще не поставили лайк, сделайте это прямо сейчас и подписывайтесь, потому что сегодня будет стрим по всем матчам грузинских футболистов. И это будет очень интересно. Ну а после стрима обязательно подведем итог того, что мы с вами увидим. Идем дальше. Сегодня, повторюсь, что в одно и то же время будут играться матчи с участием грузинских футболистов. Я, честно, не знаю даже, что смотреть, потому что Ливерпуль, Реал и ПСЖ Бавария, ну, наверное, надо будет включать 2 экрана, а еще же стрим вести нужно. Пишите, что вы планируете смотреть, но Ливерпуль, Реал. Давайте разбираться здесь. Георгий Мамардашвили стал полноценным сменщиком Алисона в Ливерпуле. Ну, все как-то не ладилось, не получалось. И Галатасараю проиграли, и Юнайтед проиграли. И потом еще было поражение от Кристал Пэлас, где Мамардашвили не играл. Ну, в общем, у Ливерпуля все сыпалось из рук, из ног, как хотите. И вот, наконец-таки, матч на 0, победа против Астон Виллы, Мамардашвили герой. Это его первый сухарь в Англии и в матче АПЛ. Что будет в Лиге Чемпионов? Хороший вопрос. Матчи против Реала всегда интригующие. У Реала есть потери, у Ливерпуля есть потери. Я, знаете, боюсь что-то прогнозировать. Хочется пожелать удачи Георгию. Мы видим, как он старается, мы видим, как он спасает команду. С Астон Виллой было много сейвов, которые разошлись по социальным сетям, которые мы все с вами лайкали. И я думаю, что
это хороший для него экзамен. И, наверное, в контексте того, что для Хвича очередной матч, он уже выиграл турнир Лигу чемпионов, а Мамардашвили всего вторую игру в этом турнире проводит, наверное, конечно, важнее будет посмотреть эту игру, тем более, что атака мадридского Реала будет сумасшедшей, и это будет интересно посмотреть, как Георгий будет противостоять ей. Хотя я напомню, вы помните историю про Винисиуса и про 50 евро или 100 евро, уже не помню, сколько там было, когда пенальти исполнял Винисиус в ворота Валенсии в прошлом сезоне, и Мамардашвили его потащил. Вот интересно, вспомнит ли Мамардашвили про эти 100 евро и принес ли Винисиус их кэшем, или, может быть, переводом отправит, или, может быть, в Ларе отдаст, в конце концов, на TBC отправит. Ну, почему нет? Ну, это все шутки, мы, конечно же, ждем матча и отметим, что у Ливерпуля сейчас всего 10-е место в общей таблице, и если сейчас проиграть, можно опуститься еще ниже, поэтому, ну, как минимум, ничья нужна, а лучше, конечно, Реал и обыграть. Третья игра дня – это Ювентус Спортинг, матч Георгия Кочурашвили. Знаете, я для себя открыл с удивлением, что Георгий Кочурашвили не играет последние матчи не из-за того, что японец Морита, который был его конкурентом в начале сезона, выходит на поле, а молодой португалец, 18-летний Жоао Симоэш, играет сейчас на позиции Георгия Кочурашвили вот в последних матчах чемпионата Португалии, и в Лиге Чемпионской игре прошлой он тоже был в старте. Вот любопытно, после паузы на матче сборных, вот когда были эти болезненные для нас игры, Грузия-Турция, Грузия-Испания, Георгий Кочурашвили вернулся в расположение клуба и сыграл всего один матч. Это матч Кубка Лиги против Алверки, 5-1 победа, без результативных действий, но, в принципе, у Георгия это и не главная функция. Он больше, наверное, подчищает в центре поля и, ну, при возможности, конечно, подключается вперед, но основная задача, наверное, помогать партнерам в центре поля. За месяц всего один матч у Кочурашвили. Один раз он еще вышел на замену, всего 1 минута. Пусть матч с Алверкой был неплохой, но вот так. Пишите ваше мнение обо всех этих играх, о матче Кочурашвили, и что вы сегодня будете смотреть, и вообще смотрите ли вы Лигу чемпионов или идете спать, потому что завтра на работу. Друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, что было интересно. Повторюсь, сегодня стрим в полночь по грузинскому времени. Ну, начнем чуть-чуть раньше. У меня даже будет необычный гость сегодня. Поэтому приходите, будем вместе смотреть, болеть. Тем более, что за всеми матчами уследить одновременно очень сложно. Но мы с вами постараемся. Следим за грузинским футболом, болеем за все команды и нахвамдис. Sakartvelo,